Представьте тихое сибирское село. Утро, человек выходит во двор, а там уже какие-то чужие люди в форме. Они окружают корову, которую он растил годами, единственную кормилицу семьи. Ни анализов на руках, ни суда, ни нормальных бумаг. Просто забирают и увозят на убой, а потом сжигают. И говорят, это для вашего же блага. Звучит как кадр из триллера, но это не кино. Более того, не с этого началось и этим не закончилось. Давайте пройдемся, потому что сейчас происходит в отношении народного населения Российской Федерации, которая пыталась спасать себя частным хозяйством, по крайней мере в Сибири, и не только, и что с ними делают действующие власти. Итак, это происходит прямо сейчас в российских регионах. Под предлогом карантина и эпидемии у обычных людей забирают последнее. Сегодня корова, завтра дом или земля. И никто не знает, где это остановится. Добро пожаловать в скрытый кризис регионов. Расследование от которого, полагаю, у вас побегут мурашки по спине. Хотя у многих уже бегут те, кто знает подробности. Но пройдемся по этим подробностям. Начнем с Новосибирской области. Февраль-март 2026. В нескольких селах вдруг объявляют карантин. Официально вспышка пастереллеза и бешенства. Ветеринары с полицией приходят на подворье и забирают скот, здоровых коров тоже, без нормальных лабораторных подтверждений, которые показывают хозяинам. Постановление для служебного пользования, и все. Люди в шоке. Одна женщина из села Казиха рассказывала, что муж стоял до последнего. «Нас сжигайте вместе с коровами», — говорил он. В итоге арест, давление. А потом власти выпускают ролики. Благодарные фермеры улыбаются в камеру и говорят спасибо за компенсацию. Зрители сразу, конечно же, раскусили. Бюджетники в кадре, учителя, работники администрации, постановка чистой воды. По закону, говорят юристы, для такого изъятия нужна четкая процедура, лабораторный диагноз, акт, компенсация по рыночной цене. Но на деле приезжают, забирают, сжигают, а деньги? Обещали по 173 рубля за кило живого мяса, многие до сих пор ждут. И самое страшное, под пастереллез, который обычно лечат, они уничтожают все поголовье. И это не ошибка, это капкан. Региональные власти берут федеральные правила и выкручивают их так, как им выгодно. Сегодня под санитарные нормы, завтра под что угодно, и ты уже в ловушке. Но, что самое любопытное, Новосибирск – это только вершина. Волна пошла дальше. Алтайский край, Поволжье, Омская, Пензенская, Томская области, даже Якутия на волоске была. И вот здесь очень интересный момент. Действительно, люди ничего не могут, потому что часто пишут, возможно, заказные, осмелюсь предположить, комментарии, а что мы можем? Ну вот мы с этим сейчас и разберемся. В Алтае люди рассказывают, сожгли 3000 голов, приезжали, требовали, никаких документов нет, государственная тайна, отвечали. В Поволжье то же самое. В одном селе Пензенской области за ночь забрали 128 коров. Хозяин клянется, животные были здоровы. А в Якутии народ встал стеной. Якуты. Фермеры просто не пустили, настояли на нормальных пробах. 150 анализов и все чисто. Очаг ликвидировали, так сказать, без массового убоя. Просто люди не пустили уничтожить себя и свое хозяйство. Люди отстояли свое. Значит, получается, можно? Значит, в других местах просто не захотели сопротивляться или не смогли. Это не локальная беда Новосибирска. Это модель. Новый закон, новое постановление, и завтра любой регион может проснуться без скота. Под предлогом защиты, с позволения сказать, а на деле зачистка. Системная, от деревни к деревне. И вот уже начинает пахнуть чем-то большим. Кому это выгодно? Давайте посмотрим, кто остается на рынке, когда мелкие подворья горят. Крупные агрохолдинги, те самые гиганты, у которых миллиарды, закрытые комплексы и мощное лобби. Статистика довольно-таки жесткая. Доля частных подворий в производстве мяса и молока падает годами. С 25% 10 лет назад до 14% сейчас. А у 20 крупнейших компаний доля только растет. После каждой такой, с позволения сказать, эпидемии еще сильнее. Частник продает молоко на рынке, мясо соседям, дешево, без посредников. Холдинги – совсем другая история. Они получают господдержку, строят огромные фермы. Когда мелких выбивают, цены на мясо могут расти, а рынок очищается от конкурентов. Люди в комментариях прямо пишут, это зачистка под Мираторг и компании Ткачева. Официально холдинги отнекиваются, мол, мы далеко, нам это невыгодно, но факты-то говорят сами за себя. Пока у бабушек в селе сжигают последнюю корову, крупники стоят в стороне и
продолжают работать. Это не теория заговора, это обычная, простая и очевидная логика. Уничтожают слабых, сильные жиреют, а государство потом выделяет компенсацию, покрывают даже потери. Ну а теперь самое тяжелое. То, что не покажут в новостях. Реальные люди после камер, мужчины, у которых сердце не выдержало. Одна семья потеряла все. Корову, которая давала молоко, на лекарства детям. Через неделю инфаркт. Другая продала последнее, чтобы купить новую телку, уехала в город. И что? Какой вывод? Село вымирает. Разорение, долги, депрессия. Люди, которые всю жизнь держали хозяйство, вдруг остались ни с чем. Компенсации, копейки. А восстановить стадо – годы. И страх, а вдруг снова. В селах шепотом говорят, это не про болезни, это про землю. Когда нет скота, подворья пустеют, земля остается, а кто ее заберет? Те, у кого деньги и связи. Мы видим только верхушку, а под ней механизм, который работает тихо, но беспощадно. Сегодня регионы, завтра вся страна. Что будет дальше? Новые эпидемии, новые законы или люди наконец встанут, как в Якутии? Пишите в комментариях свои истории и из какого, собственно говоря, региона вы, чтобы понять, чтобы разобраться, посмотреть, что там происходит, что видели своими глазами. Я с своей стороны продолжаю расследовать, смотреть, отслеживать эти дела. Я прекрасно понимаю, как это работает. Немало дел пришлось осмотреть, когда на волне звучания, когда это поднимается журналистами, блогерами, то есть идет мощнейший резонанс, бывает затихает. Бывает даже ответственные лица при странных обстоятельствах отравляются свинцом. Или, скажем так, сначала новость выходит застрелен, потом застрелился, а потом нет, просто сердце остановилось. Можно это все слепить в один комплект. Тем не менее, резонанс защищает людей. Поэтому в этом направлении мое глубочайшее убеждение, конечно же, надо работать. Потому что молчание – это то, собственно говоря, с чем играет противник. Тот, который уничтожает население Российской Федерации, давайте уже называть вещи своими именами. Многие, кстати говоря, предполагают, но опять же, пишите комментарии, я очень сильно отталкиваюсь от комментариев, плюс что-то подтверждаю информацией, которая официальная, хотя какая может быть официальная информация? Официальная информация – скот надо уничтожить. Вот она, официальная информация. Поэтому мне проще отталкиваться, когда вы действительно пишете, находясь в тех местах, зная какие-то подробности, которые я могу перепроверить, могу их озвучить как версии, но озвучивать это надо. Вот мое глубочайшее убеждение. Тем не менее, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что это и есть путь к тому самому резонансу, который зачастую людей же и защитит. Следующая часть наверняка будет еще глубже, тайны, которых не должно было быть. И до встречи, берегите себя, своих близких, пока они у вас, собственно говоря, есть, пока до них еще не добрались. Вчерашние пострадавшие соседи – это образ того, как будут выглядеть ваши близкие завтра. Сказал бы я. Как скажете вы, комментарии в помощь, не стесняйтесь, пишите, высказывайте свои мысли. Самое главное, берегите себя.